Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Продолжаю шить новогодние подарки. Из старых джинсов вырезала две заготовки размером 18 на 27. Поняла, что затупила. Надо было кроить по шаблону. Это позволит экономичнее распорядиться тем материалом, который у нас имеется. Быстренько вырезала из бумаги прямоугольник. Сложила вдоль пополам, с одного конца завернула вот таким образом, под углом 45 градусов. И вот эти уголки я сейчас отрежу. И вот что у меня получилось. Вы видите размеры. И вот когда у нас вот такая зауженная деталь, из которой надо вырезать, очень удобно воспользоваться шаблоном. Почти в каждом видео я открываю какие-то свои секретики, делюсь советами. На канале много новичков, и думаю, что они не будут лишними. На деталях из темной джинсы я сделала вот такие потертости для создания нужного фона. Но в моем случае это имитирующие некоторую заснеженность. Я взяла терку с мелкими отверстиями, наложила ткань и потерла терочкой для ступней. Вот такая получается потертость. Можно воспользоваться наждачной бумагой, но у меня она очень мелкая. Лучше взять зернистость покрупнее. Можно воспользоваться пемзой. И, конечно, важно здесь не переусердствовать, иначе мы получим дырочки. Как мы знаем, в природе нет геометрии, поэтому я наложу ткань вот на эту мелкую стружку и потру еще немножко, чтобы разбить вот эту сеточку. Ну вот, мне достаточно фона для моей задумки. Я буду ориентироваться вот на эту линию. Выше этой линии будет размещена картинка. Это фигурная кокетка от детского сарафана. И я отрежу от этой кокетки небольшой вот такой кусочек. И дальше буду с ним работать. И вот так теперь выглядит лоскутик. Все мелкие детали пришила швом зигзаг. Прямой строчкой прорисовала рамы и дверную ручку. И еще я добавила на домик вот такие сугробы. Особое внимание я уделила вот этой части. Я здесь проложила 3 машинные строчки, как бы такие укрепляющие. Кто смотрит меня давно, кто давно на моем канале, возможно, уже догадались, что это будет домик-карман. На эту тему у меня несколько видео, и кому это интересно, я оставлю ссылку внизу под видео. И, конечно, изнанка этой детали должна быть чистой от ниток, чтобы они не мешали и не цеплялись во время использования. Как-то я уже признавалась, что я девушка изменчивая, непостоянная. По ходу работы часто меняю решение. Вот и сейчас сначала озвучила одно, а потом перехожу на другое. Так как у меня изделие будет состоять из деталей 2 цветов, я прикинула соотношение расцветок и поменяла первоначальный план. Так как изделия и картинки у меня из джинсов, то для большей выразительности лучше применить контрастность. Картинка будет состоять из елки и домика. Я уже вот пришила вот такую кособокую елочку.
Вот, ну сколько было ткани, так я и вырезала эту елку. Косой бок у меня спрячется, его не будет видно. Вот так я размещу домик. И здесь я добавлю еще вот такую маленькую елочку. И, возможно, здесь еще будут сугробы. А темную деталь я оформила вот таким образом. И домик здесь тоже функциональный. Это тоже кармашек. И так получилось, что это у меня зимняя ночь или зимний вечер. Добавила снежинки. Снежинки у меня здесь оформлены французским узелком в 2-3 навива, кое-где в 1 навив. Дымок я сделала из распушенной нити. В качестве трубы мне нравится использовать шлёвки от тех же джинсов. Разрезала пополам и пришила. Добавила снежку. Месяц я не стала пришивать. Вырезанный из атласной ленты полумесяц, края слегка опалила с помощью зажигалки и приклеила на клеевую паутинку. Это очень удобно, а раньше я это все пришивала зигзагом. Ну и то же самое вот дымок. Я уже говорила, что это из распушенной шелковой нити и тоже закрепила на клеевую паутинку. То есть в мелких деталях можно особо не заморачиваться, а вот воспользоваться клеевой паутинкой. Она тонкая, прозрачная и очень даже выручает. Елочки пришила швом зигзаг, также дверь и окна, а остальные швы все прямой строчкой. А в том числе и домик я тоже пришила прямой строчкой. Ну а что это будет, я покажу вам в следующем видео. Мне хочется поскорее закончить съемку, пока дневной свет уже уходит. Ну и хочется сохранить небольшую интригу. Напишите, пожалуйста, какая картинка вам больше по душе и куда бы вы их применили. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Нажмите на колокольчик, чтобы сделать его активным, и вы получите уведомления о моей следующей работе с этими домиками. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! А я еще доработаю эти картинки. И до скорой встречи!